Друзья, я вам хотела обязательно показать одного блогера, который защищает Зеленского и который говорит, все украинцы, которые говорят о том, что, мол, Зеленский, надо его снять, что он делает, что он занимается коррупцией, называя людей, которые против Зеленского, саранчой. Зеленский – это действительно мировой лидер. Мировой. Это впервые, наверное, за нашу современную историю, когда у власти оказывается справедливый, достойный, честный человек. Вот. Поэтому и мир весь в шоке, что Зеленский вот так вот он противостоит Путину. Украинцам повезло, на самом деле повезло. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Deutschland. Добро пожаловать на мой канал. Если вы случайно зашли на мой канал, я буду очень рада. Подписывайтесь. А также, друзья, подписчики, не забывайте ставить лайк за мою работу. Итак, друзья, начинаем. Поехали. Я хочу начать с моего видео с одного украинца, который якобы говорит, что все мрази, которые не поддерживают Зелю. Я потом скажу, что я думаю об этом. Начнем с этого видео. Я хочу сразу начать прямо с этого видео, без всяких дискуссий и прелюдий. А потом, что он говорит о Порошенко, что у него руки в крови. Что, мол, один плохой, другой хороший. Если на то взять, из двух зол оба руки в крови, для меня это преступники, которые втягивают не только Украину и высасывают деньги для своих личных интересов. Тогда я не могу молчать, я могу сказать пару слов, но, конечно, без мата. Хотя, честно говоря, эмоциональный человек, мне иногда тоже хочется сказать пару ласковых слов. Итак, ребята, начинаем мы с первого видео о прекрасном и удивительном ангеле Зеленском. Украинцы гордятся своим президентом, пишет Владимир. Хороший мой друг, хороший человек, кто его не знает, подписывайтесь. Друже, ты правильно подметил, украинцы, именно украинцы поддерживают своего президента Зеленского. А вся остальная блядь, которая его грязью поливает, и уже 3 года нам пытается рассказать, что Зеленский сливает Украину, все никак слить не может, понимаешь, пичкает свое государство вооружением, заставляет шевелиться партнеров, и при этом находятся те, которые считают, что он хочет слить государство. Но это маразм полнейший. Это, знаешь, это не люди, это саранча, которая с Советского Союза залетела на территорию Украины, знаешь, как этот сорняк, пророс там, пустили свои корни, и сегодня они вот вылазят и всячески пытаются оклеветать Зеленского. Ну, что я могу сказать? В истории всегда, скажем так, настоящего патриотично настроенного человека, который лидера, который за собой вел народ, всегда его пытались оклеветать всеми путями, чтобы от него отвернулся народ. Тогда проще его загасить. Сегодня происходит абсолютно все то же самое. Сегодня пытаются оклеветать пропагандой своей пытаются оклеветать Зеленского для того, чтобы украинцы от него отвернулись. Но украинцы же не глупые. Украинцы уже сколько лет, на протяжении многих лет меняют президентов как перчатки. Вот, поэтому украинцы не боятся говорить, украинцы не боятся делать, украинцы не боятся экспериментировать, чего бы им это ни стоило. Поэтому не так просто взять украинцев и проехаться им по ушам и рассказать, какой плохой Зеленский. Вот. А вот эта вся нечисть, которая в него грязь кидает, это те, которые убежали от призыва, это те, которые сбежали в другие страны, это те, которые сегодня прячутся у мамы под юбки, те, которые трясутся за свои жопы, те, кого обидело как-то государство. Вот есть некоторые военнослужащие, которые в начале 22 году пошли защищать свою страну, и что-то у них не срослось, они уволились. И сегодня они грязью поливают Зеленского, потому что их где-то там командование обидело, что-то им не додало.
и они эту грязь льют в сети. Поэтому для меня лично это, знаешь, это как какой-то индикатор. Вот если ты кидаешь грязь в Зеленского, всячески его там говном поливаешь, то ты 100% не украинец. Вот 100%. У тебя не, может быть, ты по крови украинец, но в душе ты ни хера не украинец. И тебе насрать на свою нацию, насрать на украинцев, насрать на свое государство. Я даю тебе 100%. Я прожил там 30 лет, и я их сдалека вижу, вот этих вот предателей, которые готовы за 3 копейки, либо за свою шкуру, свою мать родную продать. Я много в своей жизни таких встречал. Поэтому сегодня, когда я вижу этих блогеров, этих украинцев, которые полоскают грязью Зеленского, я могу точно сказать, это шкуры продажные. Продажные шкуры. Они никогда не будут защищать никакой народ, где бы они ни находились. В Америке, где армия довольно-таки хорошо обеспечена. Не в Израиле, где армия тоже не на последнем месте, мягко говоря. Неважно в каком государстве, это ссыкливые шкуры, которые будут убегать с места на место, лишь бы их задница была в тепле и в безопасности. И грязью будут поливать всех, но только не себя. Это именно украинцы поддерживают своего президента. Вся остальная блядот, это мрази. Мрази, чьи жизни в этом мире вообще ничего не стоят. Не дай бог таких иметь соседей, а еще хуже родственников. Если спрашиваю, вы хотите Донбасс, вы хотите территории, где очень много, тоже Харьков, Одесса, где большинство только на русском говорили, и вы, значит, тоже их называете саранчой, потому что они, может быть, русские по крови, они украинцы, всю жизнь там прожили, да евреи, да другие национальности. Вы, значит, националист, который только Украина для украинцев. И вы хотите попасть в Евросоюз, вы хотите в НАТО. Ваши же русского происхождения борются якобы за Украину на фронте. Что, одни украинцы, которые всю жизнь были рождены и жили всю жизнь их семьи в Украине, только отдали жизнь как бы за вашу свободу, демократию, за свободную страну. О чем он говорит? Вот из-за таких вот мразей, я по-другому не могу сказать, Украину довели до такого состояния. А клеветать Зеленского, да есть миллион доказательств уже. Это не просто бла-бла. Доказательств, которые знают уже и Америка, и Европа, которая старается все это замять. И то пишут уже в газетах об этом. Просто политики молчком, вот так, на замок, свой рот. Он говорит о каком-то лидере. А почему, кстати говоря, ты не на фронте? Почему ты сидишь тут, размышляешь, какие-то разговоры ведешь? А ты спроси мать, которая потеряла ребенка, или которые не заставляют идти ТЦКшники плеткой на фронт, когда, в принципе, уже нет смысла воевать. За что воевать уже? А лишняя смерть – это трагедия. В любой стране мира. И она, зная об этом, посылает своего сына на фронт. Ты объясни этим людям, какой твой Зеленский. История с местом захоронения, она очень показательна, потому что даже в этом вопросе они хотели на этом пропиариться, хотели показать какую-то свою патриотичность, вот, но этого сделать не получилось. История с захоронением следующая. Это, насколько я понимаю, сложная болотистая местность, и местные люди вышли как раз противостоять, потому что это может нанести, конечно же, определенный ущерб экологическому состоянию их местности, где они живут. Мы с вами видели кадры, как это выглядит, просто, значит, могилы, где вырыты нашим героям, да, они просто покрыты водой, болотом. Вот. Ну и важно отметить, что 130, значит, данное кладбище предполагает вместить в себя 130 тысяч захоронений. Вот. Но здесь возникает вопрос, что где взять еще как минимум 1 000 000 мест для захоронений.
Да, это как минимум. Ну и, конечно же, здесь речь уже идет о том, что любые цифры о погибших, о которых говорит Зеленский, они никак не пляшут с реально происходящими событиями и с теми цифрами, которые ранее заявляли и международные организации, там о 1700, ой, о 1 700 000 людей погибших, там пропавших без вести и другие страшные цифры. Ну, вот, поэтому это очередной показатель, очередное действие Зеленского, которое показывает его отношение к Украине, к украинскому народу. Протесты они очень умело, быстро разгоняются, и там никто не разбирается. Женщины, дети, старики бьют всех, закидывают в каталажку и отвозят посидеть, скажем так, отдуматься в подвале полиции там, или ТЦК. Это уже не имеет разницы, не имеет значения. Все там объединены уже и ТЦК, и СБУ, и полиция. Он говорит о клевете на Зеленского. А я нашла для вас информацию, сколько людей посадили с Майдана, украинцев, посадили в тюрьмы. Почему ты не говоришь об этом людей, не говоришь, что это клевета, а говоришь о Зеленском, который наживается на этой войне, и которому свой народ просто все равно. А если он что делает для этого народа, якобы сейчас пустил людей, это опять же он делает не для народа, а в какая-то выгода. Сегодня в Украине более 7 тысяч политических заключенных, а вместе с ними десятки тысяч их семей, фактически оставленных в плену вместе со своими родными. Добавьте к этому более 10 тысяч военнопленных, о которых Зеленский и его команда попросту забыли. Забыли, конечно же, специально. Вдумайтесь, сегодня я, депутат парламента Украины, нахожусь здесь, в Москве, и вместе с вами подписываю декларацию, документ, обращение к миру, к человечности, к христианской миссии с требованием освободить политических заключенных Украины. Десятки тысяч забытых людей снова услышат надежду. И наша задача, чтобы эта надежда была реализована. И эта надежда звучит из Москвы, потому что Москва и Минск не враги. Враги сидят в Киеве, на улице Банковой. И сегодня мы снова это доказываем, в очередной раз. Наши духовные отцы, владыка Арсений, мои коллеги, товарищи Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Нестор Шуфрич и многие другие сегодня в украинских тюрьмах, где их подвергают пыткам только за то, что они, как и мы, выступали за мир. Они, как и я, верят, настоящий мир возможен. И наша с вами задача говорить об этом и действовать. Их жизни в наших с вами руках. У нас сегодня есть реальные инструменты, чтобы спасти миллионы жизней. Нам, представителям группы мира, нужна международная защита на территории Украины. И тогда мы сможем показать всему миру, что на самом деле происходит в нашей стране. Как много людей хотят мира, и как каждый день режим продолжает убивать украинцев. Конечно же, нам необходимо проведение выборов или формирование для начала временного правительства. Как я неоднократно упоминал, выборы в Украине могут быть реальными только тогда, когда они будут проходить под контролем специально созданных международных групп и комиссий, которые смогут охватить каждый участок. Контроль от процесса голосования до защиты самих кандидатов. И самое главное, такие группы должны в равной степени состоять из представителей стран-участников, в том числе России и Белоруссии. Конечно же, об этом должны говорить лидеры мирового масштаба. Путин и Трамп. Потому что пока в Киеве остается режим нынешний, или его можно поменять, никакого мира не будет.
Украинца, которые защищают Зеленского. Ладно, ты называешь украинцев, которые русское происхождение, чуть неизвестно какими словами. А что ты скажешь на людей Запада, которые, большинство тоже уже на него пальцем прям показывают, и у них тошнотный эффект от слова «Зеленский». Что ты, это тоже пропаганда России? Но Порошенко, он говорит, как он сливал свою страну. Время пройдет, когда с Зеленским расправятся, за свои заслуги получит то, что он должен получить, я верю в это, с Божьей помощью. Тогда пройдет время, и ты будешь говорить, что делал Зеленский. Вот такие это люди, понимаете? 10 тысяч военнопленных, о котором Зеленскому пофигу, особенно сейчас. То есть об этих военнопленных забыли специально. Забыл Зеленский специально. Это вот о том, что я как раз говорю, о том, что говорил перед этим, какой прекрасный ангел, Бог и царь Зеленский. История с местом захоронения, она очень показательна, потому что даже в этом вопросе они хотели на этом пропиариться, хотели показать какую-то свою патриотичность, вот, но этого сделать не получилось. История с захоронением следующая. Это, там, насколько я понимаю, сложная болотистая местность, и местные люди вышли как раз противостоять, потому что это может нанести, конечно же, определенный ущерб там, экологическому состоянию их местности, где они живут. Мы с вами видели кадры, как это выглядит, просто, значит, могилы, где вырыты нашим героям, да, они просто покрыты водой, болотом. Вот. Ну и важно отметить, что 130, значит, данное кладбище предполагает вместить в себя 130 тысяч захоронений. Вот. Но здесь возникает вопрос, что где взять еще как минимум 1 миллион мест для захоронений. Да, это как минимум. Ну и, конечно же, здесь речь уже идет о том, что любые цифры о погибших, о которых говорит Зеленский, они никак не пляшут с реально происходящими событиями и с теми цифрами, которые ранее заявляли и международные организации, там о 1,700 людей погибших, там пропавших без вести и другие страшные цифры. Ну, вот, поэтому это очередной показатель, очередное действие Зеленского, которое показывает его отношение к Украине, к украинскому народу. А что касается протестов, ну, конечно, мы с вами можем по-разному относиться к протестам, которые происходили там, которые не разгоняли, да, которые были в отношении НАБУ, там, других вопросов, и протесты, которые возникают сейчас против ТЦК или вот против места захоронения. Вот. Но важно, я уже говорил об этом не раз, что подобные протесты, это не значит, что тот протест был первым или последним, или эти протесты. Нет, это система просто, которая проходит и которая неизбежно приведет к противостоянию режима в том или ином промежутке времени. Вот и все. Конечно, мы с вами видим, что как бы такие протесты, как происходят против ТЦК или как сегодня мы с вами свидетели, они очень умело, быстро разгоняются, и там никто не разбирается. Женщины, дети, старики бьют всех, закидывают в каталажку и отвозят посидеть, скажем так, отдуматься в подвале полиции там, или ТЦК. Это уже не имеет разницы, не имеет значения. Все там объединены уже, и ТЦК, и СБУ, и полиция. Единая структура по уничтожению украинского народа. Вот и все. Значит, Украина хочет европейские ценности. Она стремится в Запад, она стремится в Евросоюз. И значит, мнение должно быть такое, только как он считает, то Зеля – это Бог и царь, и что все на него наговаривают. А он такой несчастный, страдалец. Значит, должно быть только одно мнение. Поэтому Украина и до Зеленского была ужасная, и сейчас еще хуже стало. Вот поэтому, что существуют такие люди, которые блокируют мнение, блокируют отличных журналистов. Люди, которые говорят правду, сажают в тюрьму. Вот вас ваша демократия. А раз ты его защищаешь, значит, ты тоже стремишься за европейскими ценностями.
учись уважать мнение большинства народа Украины и Запада. Отношение к Зеленскому. Так просто оно не может быть только потому, что все, кто его не уважает и тошнит по всему миру, они косвенно или не косвенно связаны с какими-то агентами России. Нет. Это ихнее собственное мнение. Он опять сейчас покажет одно видео, как один сказал, что, мол, поляки говорят, если бы не мы, вообще бы, мол, ничего не было. Правильно они говорят. Если бы не поляки, если бы не Европа, давно бы неизвестно, что было бы с Украиной. И он будет еще доказывать, что Украина сама все может и всего сама добилась. Называет европейцев сыкливыми мразями, друзья, тех людей, которые предоставили еду, пособия, которые помогали, которые принимали детей, стариков, молодежь, устраивали в школы, которые стоили только Германии 25 миллиардов. Он называет такими словами. Если бы не Польша, вы, тряпки и нищие, дрались бы палками 3 года назад. Серьезно? Если бы... Хочу от себя добавить пару слов и поддержать этого блогера, парня. Хороший мужчина. Хочу вот сказать всем тем, которые сегодня кричат, да если бы не вы, да вы бы украинцы. Послушайте меня внимательно. Вы на протяжении полугода, да, начиная с 22 года, на протяжении полугода вы сидели в обоссанных и обоссанных штанах и наблюдали, как героически украинцы защищают свои земли, свою страну, свой народ. Вы сыкливые мрази, которые сидели и думали, стоит вам вмешаться или не стоит вам вмешаться. А если и вмешаемся, то как бы нам так вмешаться, чтобы дядя Путин не разозлился и завтра нам по жопе не нахлопал. Вот кто вы. Подхалимы, которые сидят со стороны и стараются как-нибудь так участвовать, помогать Украине, но участвовать так, чтобы самим не пострадать. Понимаете? Хотя сегодня украинцы реально проливают кровь и отдают свою жизнь не только за свою свободу, а еще и за вашу свободу. Поверьте мне, особенно поляки, если Украина падет, вы узнаете, что такое русский террор. Вы узнаете. Посмотрите, сколько в соцсетях русские, проживающие на территории России, унижают и уничтожают другие нации. Они считают их, вас всех, они считают рабами. Рабами для русских. И сегодня Украина единственное государство, украинцы единственная нация, которая достойно бьется, отважно, защищая не только себя, а еще и ваши жопы. Поэтому завалите свои хлебальники, не рассказывайте, если бы не мы. Вы мрази сыкливые, которые уже неоднократно задерживали поставки вооружения на территорию Украины. И в связи с этим гибли лучшие из лучших. Сотни солдат гибли, потому что вы решиться не могли, поставлять вам вооружение или не поставлять. И у вас еще совести хватает открыть свои ебальники и сказать украинцу, да если бы не мы, то вас бы Путин уже взял. Да не взял бы он. Максимум, что он взял, это в рот бы взял бы. Потому что украинцы это та нация, которая даже с вилами выйдет и будет биться. И она это доказала неоднократно в своей истории. Поэтому вы, вместо того, чтобы попрекать и говорить украинцам, да если бы не мы, отдавайте. Отдавайте на максимум, чтобы украинцы выстояли, чтобы они могли себя защитить и ваши продажные шкуры. И он смеет говорить такие гадости, мол, долго ждали с помощью, и с тем, и с тем. Я знаю, когда приехали сюда первые, все делали для вас, давали квартиры и все. Потом вы только использовали людей и до сих пор пользуетесь. Смеете, такой, как ты, гнилой человек. Для меня гниль. Говорить на страны, которые вам помогали, такие мерзости. Сам, небось, копейку не выделил для своих солдат, которым не хватает, особенно сейчас, самого необходимого. Теперь, смотря вот таких людей, мне не удивляет вот ненависть именно всему российскому
Если он говорит даже на своих украинцев, которые российское происхождение, что там такие мерзости. О чем мы вообще можем говорить? В то же время, и когда вы насмехались, когда бомбили Донбасс, мол, пусть сидят под бомбежками, ничего с них не станет. И жили, о чем не думали, когда в это время умирали ваши дети. Вот уж ваши дети, это же Украина. А теперь вы не хотите Донбасс отдавать. Он вам так стал нужен. Он говорит о том, что, не дай бог, дядя Путин на вас злой не был, чтобы потом, что чего-то не потерять. А почему мы должны ради вас, ради вашего Зеленского, ради ваших крупных националистов, крупного президента и ему подобным отдавать вам деньги безвозмездно? Это многие люди у нас говорят, не наша война. И не придумывайте, я уже не могу слушать, что потом будет мы следующее. Это разжигатели войны. Это люди, которые настраивают и которые учат других ненавидеть других людей, другой национальности. Уже не только русских, уже и европейцев, которые не тут же подключаются. Да, мы сейчас выделим, сейчас мы вам сделаем. Тянуть нас в войну? А зачем? Нам это надо? Нам Путин что угрожал? Нам Путин предупреждал? Сейчас уже предупреждает и правильно делает. Хотя мне это невыгодно. Я не хочу войну. Какой стране помогали столько, сколько вам? Да небывалая помощь. И где все эти деньги? А вовремя вам не дали денег, да? Ну вы же такие сильные и крутые. Так почему же вы не справляетесь? Почему ваш президент денег нет даже, чтобы платить своим солдатам? Почему? Я такой страны не знаю, что если, значит, у тебя есть деньги, ты можешь откупиться. Значит, не играет роль, патриот ты или не патриот. А если ты бедный, ты на поле боя. И это считаешь нормально? Почему же уже 120 тысяч не успели только открыть границы, украинской молодежи уже убежали на Запад? Да потому что они не хотят жить в таком государстве, при таком срочном президенте, как Зеля. А если бы они были патриотами, сказать, зачем нам выезжать, если все так было прекрасно? Хорошо, байки о том, что они говорят. Вы узнаете, поляки, что тогда, если мы пойдем, что такое россияне и так далее и тому подобное. Уже новый президент Польши, он не дурак, он понимает, к чему все это ведет. Даже та страна, которая как бы вас приняла и поддерживала, уже скептически к вам относится. Что? Помощи сейчас лишают полностью пособий и так далее и тому подобное. Потому что они хотят для своих, чтобы в страну деньги шли в первую очередь. А потом уже Украина. Бредни о том, что следующие вы будете вы. Вот именно, если больше будут помогать, то следующие будете вы. О чем мы вообще говорим? Сейчас выступают политики, которые по телевизионным каналам, украинским телевизионным каналам так и говорят. А что такое? Смерть одного или двоих, или троих, или 10. Это не трагедия. Это же за неньку, это же за нашу страну. Такое сказать, до чего дошла Украина. Поэтому, действительно, реально, если так вот подумать, да любой человек бы выехал из страны, если есть возможность. Согласно последней информации, немецкая помощь Украине достигла рекордных чисел. Она составляет 50 миллиардов евро. Этот же министр иностранных дел говорил о дыре 150 миллиардов евро предоставляет помощь Украине в размере миллиарда, зная, что эта война проиграна, зная, что, собственно, народ экономит где возможно. По статистике, огромнейшее количество населения объявляет себя банкротом. Куда пошли вот эти вот все 50 миллиардов? Сейчас вы будете тоже шокированы. Как иногда украинские беженцы говорят, а что вам, мешает, что мы здесь?
что вы деньги какие-то платите? Иногда вот буквально такие вот абсурды говорят. Что вы знали? 25 миллиардов пошло на беженцев. 25 миллиардов. В то время, когда мы, например, не можем найти себе квартиру. И тысячи, десятки, сотни тысяч населения в Германии. Сейчас журналист спрашивает человека, который тоже хотели посадить в Украине и который сбежал из Украины. О чем я говорю? О свободе к прекрасном Зеленском. Я начала с этого. Сколько заключенных сидят в тюрьмах в Украине? Говорят о России. За одного, два, да ты тут же в тюрьму и так далее и тому подобное. И вот спрашивают его, что список заключенных и политических, там разных, было предоставлено в Америке. Речь идет не только о заключенных, а тоже о преследуемых в Украине. Кстати, вот этот список продвигает тоже Диана Панченко. Хотя вот человек, который тоже, как говорится, гонимый, преследуемый, говорит, что он Панченко раньше лучше уважал, говорит, хороший журналист, но она стала больше пиар себе делать. И список вот этих имен придается Трампу. И потом это долгий процесс. И его спрашивают, вот журналист спрашивает этого мужчины, который тоже преследуемый, потому что там в списке в основном преследуемые, которые сидят по тюрьмам, со времени Зеленского. Ситуация, которая возникла со списками политзаключенных и преследуемых. Этот список передается Трампу. И, в общем, много вопросов по поводу кандидатур, куда включили, не включили. Кто-то говорит, это просто инициатива. Как вы к этому относитесь, процессу? Есть ли варианты, что преследуемые непосредственно режимом Зеленского, причем в разные периоды его правления, там, до него, что тоже очень важно, мы с вами неоднократно говорили, что гонения и преследования людей начались еще при Порошенко, вот как раз-таки после Майдана это все тянется, просто апогей этого непосредственно во время боевых действий широкомасштабных, больших на всей территории Украины начался. И есть ли, кажется, что за этой всей темой и этой историей с какими-то списками, которые там передают американской стороне, есть ли какой-то политический контакт и политические вопросы? Лавров же как говорит, он сегодня тоже сделал заявление там, по поводу неприемлемости войск. Он же как говорит, готовы к повышению статуса и, внимание, открыть политический диалог, условно, России и Украины. А это вообще каким-то образом влияет, эта тема? И какое будущее, условно, у тех людей, которые в списке, и, внимание, которые в него не попали и никогда не попадут? Я вчера, кстати, обсуждал этот вопрос со своими друзьями, находящимися здесь, в Европе. Я не слежу за выступлениями Дианы Панченко, которую вы упомянули, а тем более о тех списках, которые она составила. Меня это мало не интересует, потому что я когда-то ее знал как хорошую телеведущую, сегодня она занимается просто-таки самопиаром. Но дело не в этом. Меня в том списке, кстати, не нашли, Александр. Дважды побывавшего в гестаповском украинском СИЗО СБУ, сказали мои друзья, я его не смотрел, этот список, но сказали, тебя там нет. Там даже разбито по категориям. Там политики, священнослужители, там журналисты. Как мне сказали, я не видел этих списков. Вот. Но что хочу сказать, что Диана Панченко когда-то превозносила себя как хороший контактер с окружением Трампа. Я не понимаю, конечно, и не особо там не интересует, кто из окружения Трампа с ней контактирует. Может, она через этих контактеров своих из окружения Трампа передаст ему эти списки. Но Трамп, заметьте, никогда не говорил о том,
что в Украине присутствует политическая цензура, политические преследования. Я скажу больше, он даже ни разу не упомянул, да, что на Украине отсутствует политическая оппозиция. Он ни разу не... Он говорил с Зеленским, да, как со Шкалером, особенно в последний раз, да, вот, как со Шкалером, похлопывая его по плечу, дергая за шею там, и так далее и тому подобное, наставляя его, как мальчика какого-то для битья. Но это важный вопрос, между прочим, политический. Что у тебя в стране творится? Где у тебя пресса, та, которая освещает, реально освещает события не только в мире, но и в самой Украине? Кстати, есть в этих списках? Ну, по-моему, нет. Ну, Да, вот. ну, я же, подождите, у меня все-таки... Но вы санкционированы. Вы санкционированы. И как бы, знаете, тут еще такой вопрос. Я просто под санкциями, да. А Да. есть же люди, которые прошли тюрьмы. Ну, хорошо. Впрочем, и вы, как Кстати, священники. это законно, когда собственных граждан Украины... Нет. Но об этом Трамп тоже не упоминает. И это Вот, тоже я же об этом и говорю. примечательно. Что этот вопрос вообще не стоит даже рядом с тем, что обсуждается в овальном кабинете. А еще раз повторю, это вопрос архиважный. И он сегодня как-то так в стороне, всех все устраивает, что творится на Украине, и что творит, в частности, этот режим во главе с Зеленским. Там есть одна политика – подчинение как вассал своему господину. Прекрасный твой Зеленский. И что, вы сволочи, кто-то говорит гадости о нем. А что с этими людьми? И вы еще говорите на России что-то, что там ни в коем случае сказать ничего нельзя против Путина. И не только вообще свое мнение. А что в других странах творится? Что в самой Украине творится, которую защищает Европа, и которую хочет взять Евросоюз? Нахлебников дальше. Еще больше нас доить. Хотя сам журналист говорит, что все эти гонения начались именно, ребята, уже после 1-2 Майдана при Порошенко. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайк, заранее благодарю, а также подписывайтесь. А вам желаю всего самого наилучшего. Мира, здоровья и сердца к вам. Ваша Эрика. Пока.